Всем привет! В этом видео я собираюсь совершить первый запуск своего самолета под управлением автопилота. Но для начала давайте углубимся в предысторию. Год назад я построил свой первый серьезный самолет, и он был реально большим. Этот гигант имел размах крыльев в 2 метра и весил целых 3 килограмма. Первые успешные испытания воодушевили меня на дальнейшие апгрейды. Я поставил новый мотор. Да, летит. Нет, падает. Усилил конструкцию. Установил FPV для видеотрансляции с борта и поставил полетный контроллер с полным набором датчиков. Пиком карьеры этого самолета стали тестовые полеты для настройки автопилота. Тогда самолет поднялся на высоту в полкилометра. Следующий подобный апгрейд потребовал бы от меня сделать новый самолет. Я сдался и на год забросил это занятие. С тех пор я переварил произошедшее и изучил много нового, собирая самолеты у себя в вузе. А пару месяцев назад я приступил к постройке нового самолета. Недавно я установил на него полетный контроллер и теперь собираюсь провести тесты полетов под управлением автопилота. Давайте посмотрим, как они пройдут в этот раз. Надо же, пока летит. Не хватает ему немного этой кода серв. Маловато. Ну, в принципе, нормально. Ой, как непривычно. Это просто... А что ты изменил? Я поставил автопилот. Я супер много чего изменил. Ну, кстати, стабилизация работает. А, так он уже на автопилоте летит? Нет. Вообще, летит действительно очень стабильно. Но мне не хватает кода серв. Да, вообще как в симуляторе играю. Так, ну давайте наберем высоту. И попробуем режим удержания горизонта. Давай к себе развернешься. А то потеряем его. Уже горизонт? Нет. Так, режим горизонта. Это там, где ты не можешь... Вау! Вау, работает! Круто! Ну, он что-то подкручивает Это я. и крутится. Зачем мы включаем другие? Так, нет, он не держит как-то горизонт. Все-таки здесь поворот Повернем. падает. Он падает. Да, он снижается. Так, то есть надо будет подкрутить сервы, без этого не получится. Надо будет Надо запустить режим автотренировки серв. Ну и что, мы попробуем режим возврата или нет? вырубай. Подожди. Надо высоту набрать. Я должен ко всему привыкнуть. Так, Возврат домой. все, он... вообще готов упасть. Он снизил, он уменьшил высоту свою. Да, 70, Он да, опустился на высоту 50 метров. 70. Идет к кругу в 40 метров вокруг нас. Да, От видно. круизной скорости. Я им не управляю. Ты что? Он Вон, смотри. Крутится, да. крутится там. Смотри сюда. Смотри. Папа. Да, вижу. А он крутится, да. Оно летает, оно само летает. Игра домой работает? Да, он вернулся домой, и вот он у нас здесь. Ага, круто. Но для него надо... Он летает вокруг точки старта. Ну, кстати, она у него какая-то не совсем верная, она где-то в поле получается, по его Ага. мнению. А,
принципе... Но на самом деле, я думаю, это связано... А, действительно, он подкручивает осмысленно. То есть иногда на ровный полет ложится, иногда У него на сервы крен. не откалиброваны. Надо откалибровать сервы, тогда, я думаю, он будет нормально летать вокруг нас. Кстати, летает сейчас он очень ровненько. То есть его не болтает. Его не болтает, да. Отлично. С ума сойти. Вот мой первый полет с автопилотом, в котором я не разбил самолет. Давайте запускаем точно. Ну, давайте, перехожу в акрорежим. Вы большой мне записывали. Что у него движок? Готово. Итак, давайте подведем итоги полетов. Сегодня было испытано 3 полетных режима. Режим стабилизации или акро, режим удержания горизонта Horizon и режим возврата домой RTH. Режим стабилизации дает пилоту полный контроль над самолетом, но при этом он берет на себя обработку небольших порывов ветра, делая полет более плавным и предсказуемым. В режиме удержания горизонта управление самолета становится подобным управлению автомобиля. В предыдущем режиме движение правого джойстика пульта определяли угловые скорости самолета по крену и тангажу. Теперь непосредственное управление наклонами отсутствует. Вместо этого мы управляем поворотами подобно автомобилю, но с возможностью регулировать высоту полета. Также этот режим включает возможность делать пилотажные элементы типа бочек и мертвых петель в крайних положениях джойстика. Если я по каким-либо причинам потерял управление над самолетом, нужно включать режим возврата домой. В случае потери связи с пультом этот режим будет включен автоматически. В этом режиме самолет займет высоту не ниже 50 метров и полетит в сторону точки старта. По достижении круга радиусом 40 метров вокруг этой точки он начнет вращение по периметру этого круга в ожидании команд пилота. Итак, почему самолет полетел сейчас и не полетел тогда? На большом самолете вся силовая установка подключалась последовательно, поэтому отключение питания мотора привело к отключению рулей. На новом самолете установлена параллельная система питания для рулей и двигателя. В результате при разряде аккумулятора двигатель по-прежнему отключается, но рули продолжают работать, позволяя посадить самолет по инерции. Что делать дальше? Во время полетов я обнаружил 2 проблемы. Первая – это снижение высоты в режиме Horizon. Так, нет, он не держит как-то горизонт. И колебания самолета по оси рыскания. Первая проблема решается калибровкой центрального положения рулей. Но выполнить эту калибровку можно только в полете, управляя самолетом по FPV. А для решения второй проблемы, я думаю, надо удлинить кили. Для самолета такой прямоугольной формы определять его стабильность по рысканию довольно просто. Все поверхности, находящиеся перед центром тяжести, дестабилизируют самолет. Чем дальше от центра тяжести и больше площадь поверхности, тем больше дестабилизация. А поверхности за центром тяжести создают противоположный эффект. Поэтому задачу стабилизации самолета по рысканию можно свести к компенсации передних вертикальных поверхностей задними. Если удлинить кили, устойчивость повысится и колебания прекратятся. На этом все. В следующем видео я сделаю эти улучшения и попробую исполнить свою заветную мечту – заснять полет в облаках. Всем пока!